Добрый день, дорогие мои девочки, мальчики и гости моего канала. Еду к своей малышке, еду к своей Виктории. С утра пораньше, ни свет ни заря, уже у нас и школы двигаются, и много очень людей уже на улице, потому что в этот час пик утренний, я имею в виду школьный, бывает просто не проехать, поэтому я даже опаздываю. Первое, что я хочу сказать, это огромное спасибо всем за поздравления. Еще раз вот так лично хочу вам сказать. Огромное всем спасибо, дорогие мои, за теплые слова, за пожелания, за напутствие, за переживания, которые вы выражали в своих комментариях. Огромное всем спасибо. И мне, и Милане, и всей нашей семье очень-очень приятно, что действительно у нас есть виртуальная семья, которая за нас переживала, которая за нас болела, которой приятно смотреть наши видео и нашу жизнь, и все, что мы делаем, живя в чужой стране. Она уже наша страна, я не хочу ее обижать, она уже тоже наша страна, ну так сложилось, поэтому что говорить. И выражаю большущее огромное спасибо всем, кто нас поддерживал. Это очень приятно и очень важно, конечно. Ну а я вот такая вся никакая. Ну, я имею в виду нормальная. Нормальная. Ой, бедная девушка на мотоцикле, он и так нагазовал, что она чуть не задохнулась. Не на мотоцикле, а на самокате электрическом, и в нее такие газы пошли, что она, бедная, чуть не задохнулась. Ну, джентльмен просто... Нету здесь. Джентльменей нету. Что делать? Надо терпеть. Не терпеть, а просто не обращать внимания. Терпеть тут нечего. В общем, девочки, хочу немножко так вкратце сказать, потому что целыми днями, с утра до вечера, я бываю просто с ней. Некогда мне ничего абсолютно даже снимать. Мне очень жаль, конечно, а хочется. Хочется что-то снять, что-то приготовить тоже. Гулять я никуда сейчас не хожу, естественно. Вот, и поэтому, ну что делать, потерпите уже. Викусю я пока показывать тоже не могу. Ну так, вокруг, да, а вокруг что? Квартиру вы знаете, обстановку вы тоже уже знаете, детскую вы тоже уже, вы все знаете, дорогие мои девочки, вы все знаете, все видели, поэтому скажу вам, вот мы выписались с больницы. Знаете, когда мы выписались из больницы, конечно, здесь это все, я в легком шоке таком. 16-го она родила, и мы выписались из больницы 18-го. Понимаете? Вот. На третий день 18-го нас выписали. Ну, чему я очень рада, конечно. Значит, все хорошо, все идеально, никаких проблем нет. Ни у милашки, ни у ребенка. И это радует, слава богу. Но на третий день, девочки, на третий день, значит, пупочек, естественно, еще не отпал. Она его обрабатывает, я его обрабатываю сама. Там протираем, подсыпаем, чтобы подсох. И все. И все остальное, как положено. Ну, такая сладусечка, такая лапусечка. Ой, чуть собачку не сбила. Не я, вот впереди машина, дедушка еще ведет эту собачку, которую полностью наклонен вперед. В общем, и мы пришли домой. Пришли домой, и все. Ну и сейчас она что делает? Она осваивается, знакомится с домом,
знакомиться с мамой, с папой. Папа там вообще на нее смотрит, как на хрустальную вазочку, боится к ней прикоснуться. Ой, какие они смешные. Ну, Милана-то ладно, Милана это все пережила, но папочка ее, зимой. В общем, наслаждаемся нашей маленькой Викусей. Викусенька. Да, и Викуся тоже вас всех благодарит. Всем говорит огромное спасибо дядям и тетям, которые ей желали всего-всего самого наилучшего. Вот. И от Викуси тоже вас поблагодарила. Мне хочется вас всегда благодарить, потому что действительно от вас идет такое тепло и такой заряд, что вы просто своей поддержкой, ой, ну я, конечно, молилась, просилась, но все хорошо разрешила. Вы скажете, да это нормально, да, это все нормально, но ночью мы с ней не остаемся, они сами справляются. Ну, как-то Милана уже входит тоже в ритм, и все, и молоко у нее есть, и поэтому то, что я делаю днем, а что я делаю? Я ничего особенного-то и не делаю, меняем вместе, когда надо, она рядышком. Конечно, она всегда рядом, она присматривает. Ну, где-то часик один день она часик поспала, другой день она вообще не успела поспать. Уже начинают к ним гости приходить. Вчера были первые, в субботу придут вторые. В общем, потихоньку начинаются визиты Аказа. Визиты Аказа. В гости домой начинают приходить, проведывать ребенка. Я вам покажу потом, как они украсили все, стол. И вот как раз, как они принимать будут гостей, что будет там разложено на этом столе. Я вам немножко там поснимаю и покажу вам как раз. Да, к педиатру здесь не попадешь. Здесь не приходят, как у нас домой. Вот как у нас дома. Не приходит. Я помню, я родила, ко мне на второй день уже пришел детский врач. Никто ее не звал, никто ее не искал. Она автоматом сама ищет новорожденного. Где она? Я должна ее осмотреть. Здесь нет. Если вы не запишитесь на первый осмотр, к вам вообще никто не придет. Вообще. И никто про вас не вспомнит даже. Представляете? Конечно, эти немножко шокируют это меня очень, потому что я из того поколения еще, и это все я помню, как что бывает и было, какая строгость была, а здесь нет. Вот чтобы записаться еще к педиатру, надо пойти в организацию, там все бумажки показать, потом ее еще поискать врача, есть ли у него место или нет, например, к которому врачу хотели, то есть, опять же, хочется к опытному, к знающему, и к нему не попадешь, у него на очереди 200 человек, вы представляете, только чтобы кто-то к нему попал. Это на случай, если кто-то переедет в другой город и выпишется от врача. От врача выписывается, потом снова записывается другой уже. И вот такая очередь стоит 200 человек. Ну, на вторник мы записались на вторник, значит, на платный осмотр к врачу. Вот, это, я не знаю, сколько это будет, наверное, 150, может, или 100, я не знаю точно. И потом по каким-то знакомым каналам, вот свекровь Миланы, дай бог ей здоровья, и вообще она очень хороший, бесподобный человек. Она через каких-то знакомых, у меня-то нет знакомых, у меня нет никого здесь, вы знаете прекрасно, да какие у меня могут быть знакомые, да? Вот, и она через каких-то знакомых, вот вы представляете, она нашла
кого-то, чтобы записаться к этому доктору, так как он прям около дома, рядом со всеми, ей бы было просто идеально. Вот когда надо идти, то есть не надо ни машину ждать, ни у мужа брать, а взял и пошел, и просто даже вот, просто близко. И вот вчера ее записали. Представляете, 200 человек. Мы уже потеряли надежду, искали какого-то другого. Тот, который был в больнице, педиатр, он, конечно, дал свои контакты, но он живет в Санта-Марии, там, где мы живем. Это далеко от нее, минут 40-30 езды, да и с ребенком. И вот когда тебе что-то маленькое надо, например, или рецепт какой-то, или показать быстро что-то, или забежать, да, вот тебе надо вот полдня потерять потом. А этот вот, которому не попасть, он прям рядом как раз был. К сожалению, да, здесь вот такие эти законы, опять же, что к врачу не попадешь. Точно так же и взрослый врач. Вот Милана попала к одному врачу, пока она прописывалась в этой квартире у него, да, когда они поженились. Она же меняла свою прописку и нас выписалась и прописалась у мужа. А потом тебе надо, естественно, подобрать доктора в твоем районе, чтобы ты не ехал в другой город. Потому что это хоть и 20 минут разница, но это уже другой город. И поэтому она записалась, а Милана ходила туда, все, какие-то бумажки ей нужно было, справки нужно было. И ей понравился этот доктор. Она говорит, мама, там секретарша такая хорошая, и доктор такой хороший. Ну, внимательный, уже видно, как с тобой разговаривают, и как знающий, не знающий, ты уже там немножко, ну, симпатизирует, вот. Ты-то еще не знаешь, какой он там знающий, не знающий, но уже симпатизирует. Опыт Фердинандо, мужа ее, у своего доктора, например, он всегда был недоволен. Вот, к нему вечно, когда это ж не попадешь, ему вечно что-то говоришь, он не делает, ему вечно, и, в общем, были какие-то недовольства. И поэтому она попросила записать. Я говорю, Милан, почему ты не сделаешь доктора там, где твой муж? Если тебе нравится, он имеет право перейти к доктору жены, и как бы будет семейный доктор уже. Ну, она попросила, попробовала, ей сказали, что это пока невозможно, у нас 30 человек в очереди, и как только я вас запишу в очередь, и как только кто-то уедет, кто-то умрет, здесь, да, с взрослыми по-другому, кто-то умрет, то есть взрослый пожилой, если записан был, умрет, тогда освобождается место и двигается очередь, только в таком случае. Или опять же переведется куда-то на работу, и тогда освободится место. В общем, вот так. И вот тоже где-то месяц назад его записали к ее доктору, так что они теперь муж и жена, ох, какие здесь ямки, тоже у одного доктора. И, в общем, слава богу, и тоже все довольны. Записали к педиатру, теперь у нашей Виктории тоже есть педиатр. Так что все будет просто замечательно. Вот. Вот такие здесь законы, вот такие здесь правила жизни, поэтому лучше не болеть и никого не искать, и никому не попадать. Ну вот, девочки, я еще раз вас благодарю от всей души за все, за ваши комментарии, за то, что вы с нами, за то, что вы смотрите. Я еще раз вас благодарю от всей души и желаю каждому из вас всего самого наилучшего. Каждому из вас я желаю здоровья. Будьте здоровы, не болейте, живите долго и счастливо. Улыбайтесь, радуйтесь и не грустите. Все у вас будет хорошо. До новых встреч, дорогие мои друзья, девочки и мальчики. Пока-пока. Ну вот они, наши дорогие ребятушки, с выпиской вас. Сегодня забираем их домой. Ciao,
Magari chiedini, solo chiedini. Bambino, vai. Io ho il primo pensiero, io non te lo stavo dicendo. Ha detto addirittura Ну вот она, наша Викуся, спит. А здесь вот так украсили. Против света вот эти штучки не очень хорошо, наверное, видно. Но ничего, понятно. А стол вот так. Здесь в коробочках конфетки, которые они делали. Это давать с собой, кто придет проведывать. Ну и эти все сладости. Угощать тоже, кто придет. Конфетки, печенюшки. Вот так вот украшают и ждут гостей. И ждут гостей. Вот так вот. А Викуся тут спит рядышком.